Ты приходишь домой после тяжелого дня, закрываешь дверь, но вместо облегчения чувствуешь странное напряжение, будто тело дома, а мозг все еще на работе. Ты садишься на диван, листаешь телефон, включаешь сериал, пытаешься расслабиться, но расслабления нет. Большинство людей думают, что причина в работе, возрасте, новостях или нехватке отдыха. Но исследования последних лет показывают неожиданную вещь. Часть стресса создает пространство, в котором ты живешь каждый день. Каждая поверхность, заваленная вещами, каждый ящик, который давно пора разобрать, каждый предмет, который ты хранишь из чувства вины, привычки или страха выбросить. Мозг не игнорирует эти сигналы. Он регистрирует их постоянно. Нейробиологи называют это когнитивной нагрузкой окружения. Пока твои глаза видят незавершенность, часть внимания продолжает расходовать энергию. Именно поэтому некоторые люди после обычной уборки одной комнаты чувствуют облегчение, которое не дает даже час медитации. Сегодня я покажу 14 японских привычек, которые работают глубже любой терапии. Некоторые из них покажутся простыми, но последняя привычка настолько меняет ощущение собственного пространства, что многие начинают иначе смотреть не только на дом, но и на свою жизнь. Именно поэтому досмотри это видео до конца. Привычка номер 1. Данчари. Освобождение, которое начинается не в шкафу, а в голове. Представь, что тебе дали рюкзак, и каждый день незаметно клали в него по одному камню. Один день — один камень. Сначала ты ничего не замечаешь. Через месяц становится немного тяжелее. Через год ты уже не помнишь, каково было ходить налегке. Именно так большинство людей живут со своими вещами. Не потому, что вещей слишком много, а потому что каждая из них занимает маленькую часть внимания. Японская практика данчари часто переводится как «избавление от хлама». Но на самом деле ее смысл гораздо глубже. Слово состоит из 3 частей. Дан — отказаться от того, что не нужно впускать в свою жизнь. Ша — избавиться от того, что уже потеряло ценность. Ри — освободиться от эмоциональной зависимости к вещам. Последняя часть самая важная. Потому что проблема редко заключается в самих предметах. Проблема заключается в историях, которые мы к ним привязываем. Старая одежда, которую мы давно не носим, коробки с вещами, оставшимися от прошлого этапа жизни, подарки, которые давно не радуют, но вызывают чувство вины при мысли избавиться от них. Каждый такой предмет становится напоминанием о незавершенном решении. А мозг не любит незавершенность. Психологи называют это эффектом Зейгарник. Незакрытые процессы продолжают занимать часть нашего внимания даже тогда, когда мы сознательно о них не думаем. Поэтому беспорядок утомляет не только глаза. Он утомляет нервную систему. Именно поэтому многие люди испытывают странное чувство облегчения после того, как разбирают шкаф, кладовку или старые документы. Хотя физически они могли устать еще больше. Парадокс в том, что энергия появилась не благодаря отдыху. Она появилась благодаря освобождению внимания. В Японии существует интересный подход. Перед тем, как расстаться с вещью, ее благодарят. Не потому, что предмет обладает магической силой, а потому что благодарность помогает завершить внутреннюю связь. Вместо ощущения потери возникает ощущение завершенности. Вещь выполнила свою задачу. Теперь ее путь закончен. И твой тоже. Попробуй простой эксперимент. После просмотра этого видео выбери одну полку. Только одну. Не весь дом, не всю квартиру. Одну полку. Возьми каждый предмет в руки и задай себе один вопрос. Этот предмет помогает мне жить сегодняшнюю жизнь или напоминает о жизни, которой уже нет?
Ты удивишься, насколько честным окажется ответ. Потому что даншари — это не уборка, это практика выбора. Каждый раз отпуская лишнее, ты говоришь своему мозгу: «Я выбираю настоящее вместо прошлого». Именно с этого начинается ощущение легкости, которого так не хватает большинству людей. Привычка номер 2. Один адрес для каждой вещи. Как освободить мозг от сотен лишних решений. Ты когда-нибудь искал ключи перед выходом из дома? Телефон, который только что держал в руках, зарядку, документы, очки или пульт от телевизора. На первый взгляд это мелочь. Пара минут здесь, пара минут там. Но исследования показывают, что среднестатистический человек тратит десятки часов в год только на поиск вещей. И дело не только во времени. Каждый такой поиск запускает маленькую стрессовую реакцию. Сначала появляется раздражение, потом спешка, потом внутренний диалог. Ну куда я опять это положил? Мозг вынужден отвлекаться от того, чем занимался, и срочно переключаться на поиск. А каждое такое переключение требует энергии. В результате человек чувствует усталость, даже не понимая, откуда она берется. Японцы решили эту проблему удивительно просто. У каждой вещи должен быть свой постоянный адрес. Не место, куда ее обычно кладут. Не место, куда удобно бросить сегодня. А именно адрес. Такой же конкретный и неизменный, как адрес дома. Когда вещь имеет постоянный адрес, мозгу больше не нужно держать информацию о ее местонахождении в оперативной памяти. Он знает: ключи всегда здесь. Документы всегда здесь. Наушники всегда здесь. И все. Вопрос закрыт. Представь, что каждый день тебе приходится помнить еще 20 мелких задач. Где лежат ключи, где зарядка, где квитанции, где запасные батарейки, где важные бумаги. Каждая такая мелочь кажется незначительной, но вместе они создают постоянный фоновый шум. Японская философия порядка направлена не на создание идеальной картинки. Она направлена на снижение нагрузки на внимание. Чем меньше решений приходится принимать по бытовым вопросам, тем больше энергии остается для действительно важных вещей. Для семьи, для творчества, для отдыха, для жизни. Начать можно с самого простого. Выбери 3 предмета, которые чаще всего теряются. Например, ключи, кошелек и зарядное устройство. Определи для них постоянное место. И договорись с собой о простом правиле. Использовал — вернул на адрес. Первые несколько дней придется напоминать себе. Но уже через пару недель действие станет автоматическим. И однажды утром ты заметишь интересную вещь. Ты собираешься на работу спокойно. Без поисков, без раздражения, без суеты. Потому что порядок — это не про вещи. Порядок — это когда твой мозг наконец перестает работать сверхурочно из-за мелочей. А все начинается с одного простого решения. Каждая вещь должна знать свой адрес. Привычка номер 3. Генкан. Граница, которая помогает оставить стресс за дверью. Скажи честно, когда ты возвращаешься домой после тяжелого дня, сколько времени проходит, прежде чем ты действительно начинаешь отдыхать? 5 минут? Час? А может быть, напряжение вообще остается до самого сна? Проблема в том, что большинство людей физически уходят с работы, но психологически продолжают находиться там еще много часов. Тело уже дома, а мозг все еще прокручивает разговоры, проблемы, планы и незавершенные задачи. Именно поэтому в традиционном японском доме существует особое пространство — генкан. На первый взгляд, это просто небольшая зона возле входной двери, место, где снимают обувь. Но его настоящее предназначение гораздо глубже. Генкан создает границу между двумя мирами.
миром внешних обязанностей и миром внутреннего покоя. Для японцев переход через эту границу — не механическое действие. Это ритуал переключения. Снимая обувь, человек словно оставляет за дверью не только уличную пыль, но и напряжение прожитого дня. Современная нейробиология подтверждает мудрость этого подхода. Наш мозг любит ритуалы. Когда определенные действия повторяются ежедневно в одной и той же последовательности, нервная система начинает воспринимать их как сигнал. Можно переключиться. Можно расслабиться. Опасность закончилась. Поэтому гинкан работает даже тогда, когда человек не осознает его влияния. Он создает психологический мост между напряжением и покоем. И самое интересное, тебе не нужен японский дом, чтобы использовать этот принцип. Достаточно создать собственную зону перехода. Это может быть небольшая полка у входа, крючок для ключей, место для обуви, растение, свеча. Любой элемент, который будет напоминать тебе о возвращении домой. Но еще важнее — сам ритуал. Например, открыл дверь, снял обувь, положил ключи на свое место, сделал глубокий вдох и мысленно сказал себе: «Сегодняшний день завершен». Всего несколько секунд. Но именно такие действия помогают нервной системе переключаться гораздо быстрее. Многие люди ищут способы расслабиться через сериалы, социальные сети или бесконечное листание телефона. Но часто мозгу нужен не новый источник информации. Ему нужен сигнал о том, что можно перестать быть настороже. И гинкан дает этот сигнал. Подумай о своем входе в дом. Что происходит в первые 30 секунд после того, как ты открываешь дверь? Есть ли у тебя момент перехода? Или ты просто врываешься домой вместе со всем стрессом, который накопился за день? Попробуй изменить это уже сегодня. Создай маленький ритуал возвращения. Пусть он будет простым, но повторяй его каждый день. Через некоторое время ты заметишь удивительную вещь. Дом начнет успокаивать тебя еще до того, как ты успеешь сесть на диван. Потому что настоящий отдых начинается не тогда, когда ты лег, а тогда, когда твоя нервная система получила разрешение, наконец, отпустить прожитый день. Ты только что получил 3 японские привычки, которые работают не с поверхностью твоего дома, а с твоей нервной системой и вниманием. Дан Шари научила тебя отпускать не вещи, а истории, которые ты к ним привязал. Один адрес освободил твой мозг от сотен мелких решений каждый день. А Генкан показал, как всего за несколько секунд можно оставить весь внешний шум за дверью и, наконец-то, прийти домой по-настоящему. Это уже не просто уборка, это практика возвращения себя к себе. И самое интересное только начинается. В следующей части мы разберем привычки, которые работают еще глубже. Ты узнаешь, почему иногда нужно убирать меньше, а не больше, и как пустота в пространстве может дать тебе больше ясности, чем любой идеальный порядок. Поговорим о том, как превратить обычную уборку в настоящую перезагрузку мозга. И почему некоторые вещи в твоем доме забирают энергию, а другие возвращают ее в разы больше. Если ты хочешь, чтобы твой дом начал работать на тебя, а не против тебя, обязательно досмотри следующую часть до конца. Напиши в комментариях: «Я начал с первой полки». Пусть это будет твой первый маленький, но честный шаг навстречу себе. Я буду читать каждый комментарий. Если эти 3 привычки уже отозвались внутри, поставь лайк. Это помогает алгоритму показывать видео тем, кому оно действительно нужно. Подписывайся и включай колокольчик. 2-я часть уже готова и выйдет очень скоро. Береги себя и береги пространство, в котором ты живешь. До встречи во 2-й части.